Друзья, снова очень быстро. У меня уже посадка объявлена. Из предыдущего обзора вы уже знаете. Минус 24 здесь. Уральские авиалинии. Сейчас вылетаю. 18:15. Ой, какие 18? 8:15. Извините, заговорился уже. Прилет в 10 утра. Сами считайте, сколько это будет по времени. 3 часа разница между Улан-Удэ и Екатеринбургом. Тот же самый рейс с туроператором Туи. Сами видели в прошлом обзоре, максимальное обслуживание это вода, то есть входит в стоимость турпутевки. У меня же был свободный билет, который был в продаже, чартерный билет, горящий вернее, за 2000 рублей. Все, сейчас иду в терминал, что смогу, сниму все и на посадку. Доброе утро. Компания Уральской авиалинии. Мы готовы к выполнению рейса. Екатеринбург, аэропорт Кольцово. Полет будет на 11 тысячах метров со скоростью 780 км в час. Время пути составит 4 часа 30 минут. От имени авиакомпании Уральской авиалинии нашего экипажа желаю всем приятного полета и благодарю за внимание. Просим вас привести спинки кресел и столики в вертикальное положение, открыть шторки на иллюминаторах и опустить подлокотники ваших кресел. Please adjust the backrest and tray table to the upright position, open the reachable line and pull down the armrest of your seat. Наш самолет имеет 8 аварийных выходов. Выходы расположены в передней, средней и хвостовой частях самолета. Our aircraft has 8 emergency exits located in the front, middle and rear parts of the cabin. Направление к выходу вам укажет световая дорожка. Все аварийные выходы снабжены автоматически надуваемыми трапами и обозначены световым табло. Обратите внимание на ближайший к вам выход. The escape of flight is directed to the emergency exits. All emergency exits are equipped with a evacuation sign and active exit sign. Please pay attention to the location of the nearest exit. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Чтобы застегнуть ремень, вставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Для того, чтобы расстегнуть ремень, поднимите верхнюю часть пряжки. Your seatbelt must be always fastened out to the sides illuminated. To fasten your seatbelt, insert the metal tip into the buckle. Tighten the strap. To release the fabric the buckle cover. В случае разгерметизации пассажирского салона из панели над вашей головой автоматически выпадут кислородные маски. Предварительно снимите светозащитную маску, затем потяните ближайшую кислородную маску на себя. Кислород начнет поступать. Плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем, и дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. In case of depressurization, oxygen mask will automatically read above your seat. First, take off the protective face mask and then pull the new mask towards you. Listen to your mouth and nose as if normally the oxygen will start to flow. If you are traveling with a child, put a mask and then to each child.
Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане спинки впереди стоящего кресла. You can get more information, safety information card, which the seat pocket in front of you. Спасибо за внимание. Благодарим вас за выбор авиакомпанию «Уральские авиалинии». Командир корабля и экипаж желает вам приятного полета. Thank you for choosing Euro Airlines. The captain is crew of Shotland flight.
свидания. До свидания. Друзья, рейс в Екатеринбург из Улан-Удэ завершен. Подвожу теперь полные итоги, ибо торопиться уже некуда, если только домой греться. Потому что в Екатеринбурге опять минус 19, как было вчера. Еще раз напоминаю, вчера, в прошлом обзоре, я отсюда улетел вечером. Сегодня прилетел примерно в 10 утра, ну, по расписанию. На самом деле, пораньше я прилетел.
прилетел где-то примерно без 20:10. То есть рейс продлился почти 4,5 часа, чуть меньше. И это оказался самый продолжительный рейс во всех моих видеообзорах. Подвожу полные итоги. Аэропорт Улан-Удэ. Ну, он до сих пор еще немножечко закошмарен от прибытия министра обороны, поэтому там снимать запрещено. И, видимо, законы Российской Федерации и Конституции там не действуют. Ну, это я, конечно, шучу, да, тем не менее, есть о чем задуматься. Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Поэтому оценивать я аэропорт не буду, но на самом деле там есть кое-какие интересные смотровая площадка, налетное поле. В целом аэропорт неплохой. Я условно, неофициально могу поставить 5. Только вы аэропорт Улан-Удэ это не говорите. Дальше авиакомпания Уральские авиалинии. Тот же самый самолет, тот же самый экипаж. Через 1,5 часа полетели обратно. Снова напоминаю, что это был совместный рейс с туроператором, который возит уральских туристов на Байкал. И они там что-то на Байкале делают. Что они там делают, кто был или кто собирается, напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень интересно, какая там программа и что можно там делать зимой в минус 24. Сегодня там было в Улан-Удэ. Но еще из-за такого хорошего отношения ко мне на борту, вот в этот раз особенно, я поставлю дополнительный плюс, итого 5 с плюсом. Да, и напоминаю, что питание или его отсутствие на борту в таких чартерных рейсах зависит только от туроператора, поэтому все вопросы к туроператору. Авиакомпания Уральские авиалинии в данном случае предоставила только самолет и экипаж, все остальное туроператор, то есть обслуживание было минимальным, это раздача воды. И аэропорт Кольцово заснеженный, чистят его. Вчера еще снега не было вроде бы, сегодня он идет, но надеюсь, что потеплеет. Хотя нет, завтра 1 марта все равно не потеплеет. Но вам, когда бы вы не смотрели, наверное, не раз чем-то смотрели, желаю хорошей погоды. Обязательно нужно подписаться на мой канал, потому что в любом случае будут какие-то новые обзоры, новые направления. Я предполагаю, какие у меня будут направления, плюс-минус, но я пока еще не уверен. Поэтому, чтобы их не пропустить, нужно обязательно подписаться и дождаться очередного уведомления. На этом все. Всем хорошей погоды. Главное, не болейте, не летайте. Всем пока.